Я кожны раз, калі бываю ў вёсцы, пустыя з жаллем бачу там двары. Всё больш крыжоў знаёмых на пагосце, всё менш у школу крочыць дзетвары. Мой родны край, чаго ж тут не хапае? Ёсць для жыцця, здаецца, ўсё, жыве. І смутак сэрца кожны раз кранае. У венах вёскі не стае крыві. Ёсць на душы такі асадак горкі, і ён мацнейшы з кожным новым днём. Калі гляжу на гэтыя падворкі, што зараслі тут зеллем і быллём. А як раней вось тут, на скрыжаванні, праводзіла дзе моладзь вечары, былі гаворкі, спрэчкі і спатканні, як шмат гадоў мінула з той пары. Разница между хутором и деревней у нас километров 20-25 вот так вот. И позавчера, когда я был на хуторе, там шел снег, а в деревне не было. Вчера так, что-то совсем чуть-чуть прошел в деревне. А вот сегодня мы проснулись, и его уже во сколько навалило. В 2023, наверное, году у нас произошла очень неприятная ситуация в доме. Мы во всем доме сделали ремонт, и у нас прорвало трубу, как будто болгаркой срезало. Где-то есть, наверное, видео, где мы что-то рассказывали. И у нас залило тут 50% дома водой. Немножко напомним, как это все произошло, где произошло, куда затекла вода. Котельная у нас находится вот здесь, на самом входе. Вот тут. Прорвало трубу, это было, может, час ночи. Комната у нас еще была там, где Николь сейчас спит. Я вот что-то кручусь, верчусь, так и вот мне не спится. Я не могу уснуть, что-то какая-то тревога во мне. И я встал. Не слышно было ничего. Вообще ничего. Что тут где-то что-то течет, двери были везде закрыты. И я встал от того, что вот что-то не так у меня. Вот я чувствовал, что что-то не то. Не знаю, как это было. И я вот так вот выхожу из комнаты. И вот только останавливаюсь и стою в воде. Вот здесь вот я стою в воде. И я не говорю, вода. Она говорит, какая вода? Я говорю, вода в доме. В доме у нас стояла вода, вот здесь вот. Вот так вот. Тут у меня ровно вся ступня была в воде. Ну, может, полсантиметра воды здесь было. Из-за того, что у нас пороги в комнату, она как-то туда не зашла. Вот у нас в зале чуть-чуть. Пороги в зале чуть-чуть совсем. Она мне не поверила, что у нас вода тут стоит. И вот она по всему вот этому коридору, но ни в одну комнату не зашла. На кухню даже не зашла. Только в зал чуть-чуть. Это спасибо тому плиточнику, который наложил плитку. Что он сделал, получается, вот здесь ямку. Но не в этом вся суть была. Вот она отсюда вот так вот вытекала, уходила туда. Там тоже наклон какой-то. Но до сих пор не сделан один момент. И я его боюсь сделать, если честно. Это вот щель. Между дверью и плиткой. Если бы не вот эта щель,
вот которая вот здесь вот есть, тут нет ни плинтуса, я ничем не замазывал, то, наверное, мы бы проснулись в комнате. Я бы вот так вот с кровати ноги скинул, и я бы там наступил в воду. А так она отсюда уходила, стекала по всему крыльцу туда, и все остальное заходило сюда. И я бы услышал, что у нас течет вода, только когда вот так вот дверь открыл, и там вся стена просто Да, там залита была. свистало просто. Сколько кубов сюда воды утекло, мы не знаем, но во дворе стояла вода у нас там. Это было такое разочарование, если честно. Мы сделали ремонт, везде Да. поклеили. Пусть мы и не делали там супер дорогое, но мы все двери, все обналичники снимали, и слава богу, что сильно все не намокло. То есть мы сделали все вовремя, это все просушили. Ну, такой вот итог, что блоки, да, очень много напитали влаги. Да. И вот так вот у нас везде попортились обои. Мы Но сейчас мы- покажем, как они. но мы обошлись с тобой нормально, правда? Ну, Могло потому бы что всё нам другие закончиться комнаты совсем не зашли. У нас по-другому. чуть-чуть в зале ламинат. Он чуть-чуть взбух на самом входе. И мы уже Совсем думали, чуть-чуть. что нужно его снимать, а он высох. И все нормально. И потом обратно, вот там даже не скажешь, что Не, он не где-то скажешь. испортился. А могло бы вообще позатекать, и это было бы вообще надо Если было бы всё мы не сливать. проснулись, то у нас бы во всех комнатах вода была. Я бы с утра вот проснулся, и ноги бы скинул, и все. И ну, вот тут все плавали. Это мы переехали и с тобой пожили месяца 4, как это все Ну, случилось. наверное, И где-то представьте, так. как было очень обидно. Мы не знали, что делать. Вообще, просто что делать, что надо делать. Вода стоит, откуда вода? Я на кухню, а на кухне нет воды. Я в ванную, там тоже нет, в туалете нет. И потом я так, что-то такое, еле-еле какой-то такой звук, и я сюда такой захожу, открываю, а там чуть ли не до потолка фонтан. Просто как болгаркой отпилили. Поэтому, ладно, к чему мы ведем? Давайте покажем. Все повреждения вот так вот. И это только коридор, потому что здесь больше всего вот как-то стояла вода. В холле, да, не так было, там вообще не было плесени. Но, наверное, потому что там не было плинтусов, не было обоев. Обоев оно хорошо просохло. Негде было скапливаться вот этому всему, реакциям этим всем проходить. И вот что у нас здесь происходит. Кошмар, по-моему. Вот. Но мы это все обработали. Мы не один раз это все обрабатывали. Тут, ну, она так чуть-чуть выступала, эта плесень, но Но она не распространяется. она не больше. распространялась дальше. Да, мы ее остановили. Вот так вот, вот она. Ее все видно. Мы ее там раз, наверное, в месяц где-то пропшикивали, то есть ни запаха, ничего не было, она дальше никуда не пошла. Вот так вот она по всему коридору остановилась. И даже, видишь, в гардероб зашла. Да, в гардероб зашла. То есть Но от это по влаги стенке, вот скорее этой. всего. И мы что решили? Мы решили это все дело убрать, мы решили переклеить коридор, навести тут порядок. Ну, потому что время уже как бы... Ну, уже пора это сделать. Тем более сейчас зима, и есть время позаниматься этим всем. Мгм. Мы откладывали. И оно тем более сейчас уже очень хорошо просохло. А еще нас еще спасло, знаешь, что с тобой? Теплые полы, то, что Да, у нас были. теплые Это же полы. было еще включено хорошо отопление, было на улице еще холодно. И мы включили с тобой полы на неделю просто. Мы включили котельную на максимум. У нас дома было жарко, мы даже окна раскрывали. И вот это хоть как-то нас спасло, потому что дальше бы как-то, я не знаю. И вот от плитки ничего, правда, там пол просох. Единственное, пострадали стены. Просто немножко... И получается, мы с тобой... что мы с тобой? Мы с тобой даже двери спасли, потому что мы их просушили. Мы сразу их всех сняли с воды, вот эти обналичники, и мы их высушили. Но начали мы это все дело с гардероба. Как бы методом эксперимента, как убрать эту плесень, и мы видим, что результат как бы есть. Да, вот смотри, ты мыльной водой замыл, и уже все вообще идеально. Да, мыльной водой. Вот тут у нас мыльная вода была. Мы отмыли эту всю плесень, тут что тут было, вот этот вот ужас. А вторым слоем, сейчас вот это все подсохло от мыльного раствора, у нас здесь сода и Белизна. Белизна, да, там 30% хлора. Он до конца, вот эти вот споры, которые там мелочь пооставалась от плесени, она это все поубивает.
И потом мы пропшикаем антисептиком еще. Вот так вот, просто не жалея побольше. Чуть грязновато. Очень. Собираем по дому. Так, сейчас я буду... Ехала грека через реку, реку, рак, сур, реку, рак, за реку, сам. Одной рукой сложите лист бумаги в четверо. Кого тут надо подрать? Ой. А у них свой режим на Елисе режим. А судья злая. Ой. Ого! А у меня желтый дядя! Это сколько лет? Возьму. Казалось, будет быстро, да? Что-то свежее. Правильно. А я... Как мы...
срок идет быстро. Но, увы. Нам теперь надо вот это вот все очистить от стены. Ну ничего, мы уже, можно сказать, на финишной прямой сегодня. Очень хорошо. Просто прыскаем водой. Ну это И вот оно эта пленочка, отходит. которая под обоями Да, остается. Но Тоненькая. оно так же всегда, когда сшиваешь. А это надо убрать, потому что когда оно мокнет, оно в комки начинает превращаться. Мгм. Когда наклеишь обои, оно все раздувается. Поэтому, так как я считаю, мочим водой, мы же еще все загрунтуем, да? Да. На всякий случай. Ну, может, и как бы, я точно не знаю, может, и не надо грунтовать. Но мы лучше загрунтуем. Загрунтуем. Потому что мочили, где-то сдирали. Поэтому, ну, нам еще с тобой отмыть все. Мгм. Обработать, чтобы оно подсохло. В общем, думали, что быстрее справимся. Ничего. Озирается. Осталось нам помыть. Сейчас мыльным раствором отмываем все. Ну, тут такое застоявшееся чуть-чуть. Прям супер чисто не отмывать. Ну, как бы вот там видно, Не, да? нормально отмыла. Отмывали. Понимаешь, это пятна выделили, особенно кирпичи, где Да. блоки там Тут не у нас так. тоже кирпич, там у нас кирпич. Получается, Да. блок впитал в себя влагу, и он там бетон высохло, скорее всего, в нем. А кирпич не впитывал, и, скорее всего, вот здесь вот где-то влага стояла, плюс штукатурка, и вот он образовал вот здесь плесень сильная, вот там, где у нас кирпич. А вот здесь так совсем чуть-чуть, где блок был. Но самое главное, что дальше она никак не пошла. Ну да, Я ну боялась, вот. что она Ровно распространится. вот так вот, как раз мы так получилось, что мы когда увидели эту плесень, мы ее вовремя обработали. И вот она вот так вот, и все, и дальше нигде ничего не пошло. Ни запаха, как бы ничего не было. Поэтому все в порядке. Сейчас мы это все отмоем, обработаем. Универсальный антисептик против плесени и грибка. Высокоэффективен против, короче, вот этого всего. Все. Полностью подготовили коридор к тому, чтобы начинать клеить. Единственное, что завтра перед поклейкой, ну мы на кухне так делали, грунтовали уже по факту. Она как бы высохнет быстро. Мы там пока одну стену там загрунтуем, потом отмеряем туда-сюда, обрежем там. Оно все высохнет и будем клеить. Полностью сняли до маленького-маленького кусочка. Все обои. Обработали, отмыли эту нижнюю плесень. Короче, все сделали. Подготовили полностью. Завтра будем начинать клеить. Очень хочется, да, поклеить. Может, Уже ты поприятнее даже стало, да? Ну так. Но мне нравится то, что поотмывалась. Ну да. Отмылось, хорошо обработали. И вот все как надо сделали. Не будет больше ни плесени, ничего, она не развивается, все в порядке. Поэтому здесь вот дети уже выросли. Мы здесь ремонт сделаем так же, как на кухне. Его уже хватит
на года, можно посчитать так. Потому что мы когда сюда переехали, через полгода все, хана всему было. Ну, Углы сбиты, обои оторваны, где-то кот, где-то еще кто-то и все. А сейчас уже дети взрослые. Сами видели. помнишь, как Никуша за елкой? Просто гелевой ручкой синей. Хотя У нас она зал там порисован, никто не видит, но у нас зал порисован. под телевизором порисовано все. И где за елкой она была маленькая, ну что ей там было, 1,5 года, но она нас так никогда не делала, я не ожидала, я зашла, и просто у меня глаза большие. Там все порисовано такими кругами огромными. Да. Все, друзья, встретимся завтра. Завтра, да. Мы приступаем клеить, но у нас, как всегда, впрочем, в последний момент, вот прямо перед поклейкой, претерпелись изменения. Серьезные такие. Яна пока грунтовала, я съездил в город и немножко попозже мы покажем, почему и зачем. А вот цвет обоев, пожалуйста, раскрываем вам. Мне он напоминает джинсы. А вообще на камере не передает. Да? Да, чисто темное видно. Ну вот, они на самом деле плюс-минус такие же светлые, как у нас и были, правда? Чуть-чуть темнее. Чуть-чуть темнее. Вот. Мы хотели темные, но мы не видели темных. Нет, мы видели. Были одни. Мы видели зеленые. Они не зеленые, это мы думали, что они зеленые. Когда их раскатали, они Серые. получились. Ну да. Вот. Но мы бы их купили, но там не было ролик. Не было в наличии. Одна только была. Там под заказ мы уже планы построили, и назад дороги не было. Все, мы уже хотели. У нас было время свободное, и мы как раз этим занялись. Ну вот нашли в 3-м магазине вот такие вот, очень красивые. Давай клеить, будем смотреть. Да, давай, Я сама еще переживаю, как оно будет смотреться. но у нас будет сочетание Ну этих да. обоев с чем-то, поэтому это такой опять эксперимент, короче. С кухней был эксперимент, он удался. Теперь будем с коридором экспериментировать. Мы сейчас можем нарезать с тобой сразу 6 ролик, но же они без подбора.
Я реально шва не вижу. Я не знаю, где она. Папа, иди на коленочки. Мы, когда клеили кухню последний раз, когда клеили кухню, нам подписчики очень много писали, что нужно мазать на стены, на обои уже никто не мажет. Но тогда уже было поздно ваши комментарии принять к сведению, потому что мы уже на тот момент поклеили, когда ролик вышел. И сейчас мы попробовали первый раз намазать на стены. И это просто идеально. Ну, вообще понравилось. Обои не тянутся, раз. На самом деле, они, когда ты мажешь на обои, они становятся такими тягучими, как стрейч. Тут они вот просто на хлестик и все, чик, пошли. Второе. Кусочек вырезаешь, он сухой. Ты его отрезал, положил, он где-то тебе понадобился или не понадобился. Ты его не выбрасываешь. Так как ты бы его выбросил, если бы ты его уже помазал. Не, ну мы, знаешь, как делали? Мы же с тобой не мазали, мы вырезали на полу, отмеряли Ну да, рулей, а а я мы вообще там ерундой говорю. занимались. Да, ерундой занимались. А тут вырезал и все. И этот кусок как бы готов к следующему использованию. Не все птицы улетели в теплые края. Кс-кс-кс. Лапка. Лапка. Кс-кс-кс. А это самая главная птичка. Я одно понял. Кормушка крепкая. А самая главная птица это лапка. Лапка, слазь. Это не для тебя. Это для других птиц. Домой пошли, лапушка. Матрос, ты видел, где лапка твоя? А ты дома сидишь. Она на каруселях катается. И что делать? Не знаю. Надо кормушку перевешивать куда-то. О, пришла. Надо кормушку перевешивать. Ну да, А то что это она залезла? ну облизывается. Облизывается. Все грязно, сейчас обои наложишь. Это Тимур, а как ты ее заметил? Не знаю, посмотрела, когда... Да, она сидит, сало ест. Да. Лапка. Вкусно было? Ну что, как ваши ощущения по поклейке? Ну, быстро клеим, да? Единственное, что очень много дверей. И все. Да, но это как бы да, с одной стороны, а с другой такие обои, что можно резать и резанный шов даже попадать. Я даже себе хочу У нас вот наклеить. углы неровные, получается, обои уходят. Мы в прошлый Да. раз с тобой мучились. И тут даже делаешь нахлёсты, Маленькие и вообще даже. ничего не видно. Вообще абсолютно. Обои просто крутые. И то, что мажем стену, это вообще супер. Это вообще огромное Я не спасибо знаю, как вам. мы Знаете, вот целый такое дом мы мучились, клеим. клеили Да. когда-то. И ну так раньше было. А так вообще, ну я кайфую. Быстро. Да. Просто быстро. Вообще можно. И даже я хочу свою комнату уже переклеить. Комнату хочешь свою? Уже дети хотят себе все переклеить. А только я хочу, а не Тимур. А мы хотим, ты спросила? Когда мы клеили Ник. им комнаты, они же Николь не было. Мы ее себе вообще-то Ну клеили. мы клеили себе, а Тимура мы сами выбирали. Ну, то есть у них не было ни у кого права выбора. А потом я родилась, и все, и у меня там комната появилась. Да. Ну, Мы вообще хотели ту, где мы сейчас спим душе. А когда мне было 4 годика, то там моя комната была, а там ваша. А теперь это моя комната, а там Ну ваша. да. Мы себе забрали самую маленькую. Ну, а что нам надо? Кровать. И у всё. меня тоже самая маленькая. У Тимура самая большая комната. Ну, из комнат. Это у Тимура самая Но маленькая. у него пианино. Ему надо. Он же музыкант. Всё, Стася. Давай, ура, юху.
Вы, наверное, будете сейчас писать нам комментарии, что серые обои там какие-то такие немножко мрачноватые. На самом деле они вообще не серые. Тут, Они имеют кучу цветов. тут есть вот подбежевый, есть вот бежевая, есть фиолетовая, есть голубенькая, есть почти белая, даже есть вот даже белая, есть темные цвета. То есть оно очень красиво вживую, очень много цветов, но мы еще даже свет не пробовали выключать. Но мы потом выключим свет и посмотрим, какой тут. Вот ты сейчас все рассказываешь, она просто серо-белая. Вот серо-белый. Да, я Даже не вот знаю. такой цвет есть чуть-чуть. похож. Ну, светленький только. Тут очень много цветов, мы их не видели. И они на стене сейчас из-за света очень А хорошо как снять смотрятся. нашим зрителям? Вообще не Может, видно. Днем, когда будет дневной. Вообще не видно. Не знаю. Во приколы. Вообще не видно, что тут имеются какие-то цвета. Тут просто серый и белый на экране. Да. Да, как такое может быть? Вообще Ну, не потом цвет, передает. может, поменяется дневной, когда попадет. Вот ты стоишь на белой стене с серыми кляксами. Вообще не видно ни одного цвета. Сделаем пока подсказочку. Вот эта стена пока пустая. И вот эта стена тоже пока пустая. И вот сложность заключается в том, что у нас вот здесь вот шкаф встроенный в стену. И получается, мы сначала клеили обои, а потом устанавливали нам шкаф. И вот сейчас нужно там выколупать Ну, максимально. вот это все. Ты хотел его разобрать. Я не дала. Я хотел забрать. Теперь еще развалится весь. Мало ли. Ничего, он же уже давно стоит. Ну, стоит. Подкрутить только надо чуть-чуть его. Ну, я думаю, мы так. И также потом обрежем. И все. Если что. Ну, в стык приклеим. И будет супер. Вот, видите, последствия того, что вода нас залила, и снизу немножко шкаф разбух с одной и со второй стороны. Ну, это совсем чуть-чуть, его как бы так сдалека, сверху даже и не видно почти. Ну да, но не видно. Да просто мы знаем. Все. Последний кусочек. Но это еще ж не все. Еще доделать две стены надо. Еще вот справа стена пустая, Да, но это и пока там секрет. Пустая. А я уже, в принципе, все. Последнюю катаю. Да? Ты давай, ты сказала, пирожек какой-то сделаешь Да, я вкусный хочу сегодня приготовить на часть обед. того, что мы поклеили. Точнее, уже попозже обеда. Да. Чуть-чуть мы опоздали с Хочу обедом. приготовить пирог, орешки называется. Это вот как я сделаю домашние орешки со сгущенкой. Но у меня, допустим, нету формы для того, чтобы выпекать орешки. Вот как орешки, грибочки выпекали, у меня такой нет, но есть альтернатива. У кого тоже нету, но очень хочется почувствовать этот вкус вот этих самых домашних орешков, можно приготовить пирог. И причем готовится легко и просто, и мало затратно. Поэтому приготовим, да, в честь поклейки? Угу. Ты готовишь, а я дальше Давай. пустоты закрываю. Вот мы в прошлый раз, когда клеили весь дом, да, мы собирали обои. И вот там у меня в шкафу их лежит просто много. Во-первых, они занимают место. Во-вторых, мы их ни разу не достали. У меня вопрос. Зачем? Не знаю, ты же их собираешь. Так зачем? Мало ли где-то кусочек надо будет подклеить, заклеить. Не, ну вот здесь мы, как где плесенью обработали, все.
По-моему, чуть-чуть есть, поэтому мы здесь заклеим гардероб. А все остальные я предлагаю выбрасывать. Да. На макулатуру пойдут дети. Ну, потому что зачем? Ну, Ты мне ставим. сейчас даже не давала. говорю. Может, один лист оставим, А, этот ну большой, Ну да. на всякий случай. Ну давай оставим. Экономия должна быть экономной. Для нашего пирога орешки понадобится 100 грамм сливочного масла, 80 грамм сахара, 250 грамм муки и разрыхлитель. Из этого мы делаем тесто. Делается оно очень легко. Сахар переминаем, чтобы он растворился с маслом. Масло должно быть обязательно теплое, ну как теплое, мягкое, чтобы вот оно полежало. Оно у меня лежало, может, часа 2 с холодильника я достала, и тогда оно замечательно. Разрыхлителя чайная ложка надо. Такое тесто получилось. Еще забыла сказать, что сюда одно яйцо. Когда с маслом, с сахаром перетирали, еще я добавляла одно яйцо. Вот такое тесто получилось. Сейчас его оставляем немножко отдохнуть и будем делать начинку. Для начинки нам надо вареная сгущенка, сметана, 2 яйца и я добавлю ванильный сахар. Наше тесто сейчас нам надо распределить в форме. У меня круг, но он большеватый, поэтому получится тонковато. И я вместо круга взяла вот такое вот специальное блюдо для запекания. Примерно круг должен быть диаметром 26 сантиметров, чтобы хорошо получалась толщина теста. Сейчас нам надо распределить, сделать бортики.
Пирог наш будет готовиться, ну, примерно 25, где-то 30 минут. Будем проверять, в общем. Каждый смотрит по своей духовке. Я тоже начал заниматься вот этой вот стенкой, уже зарезался, замерился и снял все-таки верхний плинтус. Должно получиться красиво, необычно и интересно. Но мы об этом узнаем только после того, когда все это дело смонтируем. Я просто устал сидеть уже. Первую нужно приклеить и понять, сколько времени оно будет клеиться. Надо приклеивать. Нужно только ждать засыхания. 30 минут. Но хвататься оно через 3 минуты должно схватиться. Ну, оно примерно так и начало хвататься, да? Вот. Ну, типа, надо нанести, минуту подождать, но я не дождался минуты, может, надо подольше подождать. И оно потом будет быстро браться, клеиться. Надо подождать, вот сколько будет это первое клеиться. Но стены кривые. А тут будет немножко топыриться, видишь? Ничего страшного. В общей сумме, в общем купе видно не будет. И тут я потом, уже когда мы все сделаем, тут аккуратно, может, вот это вот заклею чем-нибудь или покрасим вот это, потому что нету таких плинтусов. А под наш плинтус, если бы мы под белый вот такой простой делали, было бы некрасиво. Ну да, так красиво. А так, да, вот такую планочку на низ вырезал я. Вот это мы закрасим. И будет красиво. Либо, может, наклейку я посмотрю. И будет хорошо смотреться. Не вымажься только. Это что, на пляже они? Да. На крыше домика какого-то, да? Ням-нямы. Да. Красота. Даже здесь куколки. Одна раздета. А что у тебя корова высоко? Как она забралась туда? Просто по лестнице. Тут у тебя все как по-настоящему. Да. У меня даже здесь Стол, есть холодильник. и даже стулья. пакетик. Даже еда у тебя есть. И даже там снизу. И морозиловка есть. И там даже мороженые вилки. Ничего себе. Ну да. У тебя, короче, тут тоже своя кухня. Да, и даже есть свой бассейн. Вот этот вот пульт, это у нас пульт от котельной, от котла. Полностью управление. Здесь датчик температуры в комнате стоит. И вот он у нас размещен прямо в середине дома, получается, ну, на уровне глаз. Очень Средняя удобно. температура он в доме полностью показывает. И управлять очень легко. Но так как мы будем здесь делать декорацию, я его перенесу сюда. Просверлю здесь и провод выведем сюда, и тут его аккуратно установим. И тут две розетки, я предлагаю твоих помощников, одного туда, а второго сюда ставить. И мы их спрячем, их видно не будет. И пока мы не придумали, чем мы вот этот угол займем, вот у нас есть вот такой вот угол. Получается коридор, и уже заходишь за коридор. Ваше предложение, что с ним сделать? Напишите в комментариях. Может, кто-то... Только не шкаф. Да, шкаф сейчас Всё, по-любому нам нет. хватает У нас шкафов. пока единственный вариант, только это, ну это в будущем, далеком-недалеком, не знаем, сделать лестницу на второй этаж. И когда-нибудь сделать второй этаж для нас. Но если у кого-то есть какие-то предложения, варианты, напишите, мы их обязательно рассмотрим. И вместе с вами примем решение, что делать с этим углом. Диван сюда ставить тоже смысла нет. Ну да. Как бы, Шкаф тоже чё не тут надо. сидеть? И сел в угол и спрятался там от всех. Зачем? Не знаю. Может, не знаю, какой-нибудь огромный аквариум там. Я вообще не знаю. Накидайте нам вариантов каких-нибудь, что, как можно его занять.
Запах просто... Будем ждать, пока остынет. Он так хорошо поднялся, и как мы поняли, что он готов, наша вот эта заливка, она такая жидкая, сметана со сгущенкой. И вот как только она хорошо застыла, все, он полностью готов. Кстати, я вот сейчас думаю, что можно было делать и в той побольшей форме. Ну, видишь, Просто ты не чтобы знала, был что он, вот что он был бы вот подойдет. такой вот, допустим, да. Вот такой. Не, ну видишь, он подошел. Не, ну понятно, что он подошел, потому что же разрыхлитель он бы в любом случае, но он бы в такой форме, ну, был бы вот, допустим, вот такого вот. То есть все зависит от формы. Это меньше, чем 26 сантиметров. Самое оптимальное будет 26 сантиметров. Да, в принципе, в основном для практически всех пирогов. Она рекомендована 26 сантиметров. Поэтому подробные описания мы напишем. Я думаю, что многих заинтересует. Вот, поэтому готовьте. Мы ждем, остывает и дегустируем. Надо, чтобы полностью остыл. Вот эта индюшка белая. Просто ручная. Вот она сидит, так ее можно гладить. Смотрите, завидует. Рыжая, сейчас мне хочет за руку плюнуть. Она такая хорошая. Ну что, пробуем. А что ты крем делал? Ты ж видел. Сгущенка, Ну, сметана. а что получился? Яйца. Творожный. Правда? Да. Крем творожный. Похоже на орешки. Да. Очень похож на орешки, но он такой, короче, он такой творожный. Он на язык ложится, когда вот Он как суфле. он ты сейчас попробуешь, он получился как такой сочный творожный. Как, как знаешь что? Как такие сырники, вот прям вот они, вот ты сейчас их достала. И вот такой творог, он такой
Я, кажется, не могу передать, что ты попробуешь, сама понимаешь. Сладкий. А надо бы чаем запить. Ну что, Тимур? Вкусно? А ты не хотел пробовать даже? Слов нет, да? Да. А начинка-то какая? Мочинка. Мочинка. Я навсегда пробую делать те блюда, либо какие-то там пироги, либо там что-то еще, что такое необычное. Вот это самое необычное из всего, вот, пока за последнее время что-то делал. Почему? Потому что вот именно начинка, она такая творожная получилась, здесь творога вообще нет. И он само тесто такое хрустящее, вот как я люблю. Просто идеально. Вот для пирога с чаем для гостей, я думаю, он на 3 так вот разлетится просто на раз-два. Необычный. Очень Тарас. необычный. И очень Вкус вкусно. очень необычный. Поэтому, если кто-то любит выпечки, пробуйте обязательно. Дочери попить. Подробный рецепт оставим в описании. Оставим, да. Поэтому готовится очень легко. Сколько времени Легко, потратила? быстро и вкусно. Ну, Очень быстро и вкусно. Он, Из думаю, формы может быть легко. сладкий для кого-то будет, но он очень вкусный. Мгм. Не, ну, если сладкий, можно там чуть-чуть меньше сахара. Но как бы мне как бы Но с кофе вообще завтра не зайдет. надо вообще вот меньше, потому что он вот как надо просто. Вкусно. И по коридору, что бы хотела сказать, на какой он стадии? На стадии практически завершения. 70% уже готово. Плинтуса сверху все на месте. Немножко края где-то нужно белым силиконом пройтись, потому что они немного разошлись. Нужно подмазать, чтобы не было маленьких черных точек. По низу я начал плинтус. Выключатели, розетки. Кс-кс-кс. Матросик, что такое? Лапка на улице для дома. Выключатели, розетки тоже прикручены, за исключением одного, потому что там стенка еще не готова. Ну и вот это было самое сложное вообще, наверное, что я делал. Самое необычное и вообще непонятно, как оно получится. Потому что вот надо показывать. Вот так вот мы решили выделить вот эту вот стену. Она вообще, вот здесь у нас пульт стоял, и она хотела чем-то выделить. И вот мы ее выделили МДФ панелями. Это имитация реек. Красиво, много разных вариантов есть. Есть даже на газон их бьют. Можно отдельно купить рейки. Такой искусственный газон на стену клеится, и потом они приклеятся. Но мы решили вот таким вот однотонным не экспериментировать. Просто на белом фоне, на светлом коридоре вот выделить именно вот таким вот цветом. Мне очень нравится. Очень красиво получилось. Единственное, что это было очень долго, и еще вторая стена не готова. Ну, не прям очень долго, ты пока понял, Мне как. надо было понять, сколько, да, он будет клеиться. Потом нужно было выровнять первую, приклеить, как она будет вот это держаться. Наверное, 2 долговато для меня было. А дальше я уже чик-чик-чик приклеил. Ага, пару минут, другими бензами позанимался, поджимал, и все, значит, просто... А еще то, что частный Идеально. дом, у нас высокие потолки. Если вот кто-то в квартирах там делает, у них меньше, и как раз от верху до Да, низу можно. выходит. У нас не выходит. У нас либо старый плинтус, Но Но под мы- старый плинтус было бы но некрасиво. мы приняли такое решение вот так вот сделать. Да. Он бы ушел под панель, получается, под рейки. И было бы некрасиво. А так вот Выступно. я обрезал кромку, фаску, вот эта боковинка.
кромку обрезал, мы ее вниз и, получается, положили на него. И оно за счет этого еще ровно получилось. Ну, вот так вот. Вот так оно будет. Вот та стена вторая тоже будет именно так. Вот так вот необычно красиво для нас получается коридор. Когда он будет полностью завершен, это уже будет, друзья, следующая серия. По низу плинтуса, еще одна стенка и, наверное, все. Ну, еще будем думать, что делать с аркой в зал. Серия необычно красивая, необычно вкусная. Исключительно дома, мы не ездили на хутор, поэтому в следующей серии мы встретимся уже на хуторе. Будем заниматься там кухней. Будем смотреть по погоде. Ну да. Вот. Ну а мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых красивых, вкусных встреч. Пока-пока-пока.